Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Сегодня небольшой такой влог. Поделюсь с вами тем, как прошла ярмарка на этих выходных. Немножко расскажу о планах, безусловно, на мастер-классы. Там сейчас должен выйти у нас Мишка с вами, котик, Тянучка. Я, кстати, уже почти закончила обезьянку. Тоже покажу вам немножко процессов. Давайте о ярмарке. Ярмарка прошла вообще на ура, просто супер, хорошо. Попродавались все тянучки, улетели. Осталась лисичка и остался котик. Я его так прятала немножко, потому что мне вам мастер-класс по нему снимать. Ну, если бы продала, то продала, но я его так не выставляла сильно. Продались, остальные продались, лягушки продались все, зайки продались все. Тянучки улетели. Так что, девочки, кто ездит на ярмарки, смело вяжите тянучки, смело берите их, продавайте. А вот у меня лежит тут еще такая черепашка. Я их вязала, эти черепашки, наверное, еще в начале лета, расшитые из хлопка. И вот одна, у меня их было две, и вот одна продалась в эти выходные на ярмарке. Попродавались вот эти брелочки все, осталось два. Один я подарила и один себе оставила. На ключики повешу. Тоже все попродавались, все, что вязала. Что еще продавалось? Продались единорожки плюшевые. Мастер-класс, по которым есть мини-единорожка. И, безусловно, на ярмарках, что продается, это зайки маленькие, плюшевые, они всегда продаются. Продались, девочки, все мои мини-дракоши из полухлопка. Все продались, буду сейчас снова их вязать. Следующая ярмарка у меня в ноябре, 18-19 числа. Вот, я каждые выходные, кто-то ходит каждые выходные, я каждые выходные не хожу, потому что мне нужно время, чтобы и вам сюда на YouTube, на Дзен снимать видео, поэтому я на такие мероприятия хожу раз в месяц. Поэтому следующая у нас ярмарка в ноябре, и это уже пойдут драконы, это будут только драконы, скорее всего. Ну, может быть, плюшевые зайцы, это безусловно, но черепашек там всяких таких вот этих игрушечек их не будет. Змеек, черепашек, кто там у меня еще есть, единорожек вот этих, их не будет на этой ярмарке. Я буду вязать драконов всяких разных. И, безусловно, зайчики, они всегда актуальны, это понятно, маленькие и побольше. Вот. Это что касается ярмарки. Что мне там еще продалось? На самом деле поработала очень хорошо, продалась очень хорошо. Немножко расхламилась, можно так сказать. Вот. Все, по поводу ярмарки, наверное, все. Я уже сейчас точно не вспомню, что там по единицам я конкретно попродавала. Вот сказала основное вам, что тянучки улетели все, дракошки хлопковые улетели все, маленькие именно. Так что на ярмарке нужны маленькие дракончики. Ну, зайчики, брелочки, тыковки тоже улетели все. Вот. Наверное, снимать мастер-класс не буду, хотя, ну, уже не актуально, мне кажется, на маленькую тыковку мастер-класс снимать. Может быть, в следующем году покажу вам. Или как будет время, сяду, сниму, она вяжется буквально там 10-15 минут. Это что касается ярмарки. А дальше связала я вот такую крошку. Просили меня там под шотсом мастер-класс. В принципе, вы можете связать ее по мастер-классу, который у меня уже есть на канале «Зайка из полухлопка». Он в 3 частях. Первая и вторая часть – это там тело, голова. Я эту зайку связала по схеме, которую я сделала для пряжи Астра. Что вот у меня пушистые зайки были вот для этой пряжи. Она чуть потолще, чем хлопок. Поэтому по тому мастер-классу зайка получается, ну, великоват. И я просто убрала один ряд с прибавками с ножек, один ряд с прибавками с тела, один ряд с прибавками с ручек и один ряд с прибавками с головы. Когда вязала вот из этой пряжи, из Астра, сейчас вам не могу показать зайца, они еще до сих пор у меня упакованы в чемоданы все. Ничего еще не распаковывала. Заболели мы с дочкой на больничном сейчас до понедельника, поэтому, может, даже на этой неделе и выпущу 2, а то и, скорее всего, даже 3 мастер-класса. Это медведь,
котик-тянучка и еще кое-кто, кого я покажу вам следующим. Вот, связала, короче, я его из пряжи пух норки китайской. Вот моток 50-граммовый. С этого мотка получится, наверное, еще один, а то и два зайчика. Я, если честно, думала, что он будет более пушистый, как вам поближе показать. Он не сильно распушился. Я его сначала связала, потом, безусловно, с этой пряжей нужно проводить ВТО, чтобы она раскрылась. Ну, спицами она бы раскрылась. Я знаю, я из нее вязала уже. Простите, заболели. Но вот крючком она как-то не сильно так распушилась, просто как вариант, чтобы зайка был маленький. Ну, я думаю, что можно найти какую-то и хлопковую, полухлопковую ниточку такого метража. Ну, не знаю, прикольно, ничего, она такая все равно немножко пушистости-то есть. Но чтобы прям вау-вау она зашла, эта пряжа именно для вязания крючком игрушек, то нет. Ну, а так зайка получилась миленькая. Хотите, можете попробовать связать. Сейчас я посмотрю, какой там метраж у этой пряжи. Я уже не помню. Что у меня не осталось? Нет, есть. Метраж у нее на 50 грамм 350 метров. Вот. И вязала я крючком 1,25. Вот получилась вот такого размера малышка. То есть, если найти, поискать, я посмотрю, полажу, может, найду что-нибудь. Ну, просто нецелесообразно, мне кажется, вязать таких маленьких. Я как эксперимент для себя попробовала связать именно вот такую игрушку. А по факту людям же больше понравится большая игрушка, хотя будет стоить она точно так же, потому что, в принципе, пряжи и времени на ее изготовление уйдет столько же. Поэтому это так, ну, для меня как проба, как баловство. Хоть думала, что она будет пушистенькая, но нет. Не пушистенькая, но очень такая миленькая, забавная получилась. Классная, если хотите, можете попробовать. Не хотите заморачиваться с норкой, ну, просто так звучит. Зайка связана из пуха норки. Если не хотите заморачиваться с норкой, просто вот такого метража пряжу ищите, хлопок, полухлопок, что там у вас есть, и вяжете малышку такую. Мастер-класс из Астра я все-таки отсниму, чтобы был со всеми удаленными рядами с того мастер-класса из полухлопка зайки. Поэтому, но попозже. Сейчас, так, убираю. Сейчас я уже подготовилась к съемкам мастер-класса Мишки. Хочу немножко кое-что вам сказать. Вот я уже связала ручку одну, ушко одно связала и связала ножку. Смотрите, этого мишку я буду на видео показывать, как ножки крепить на суставы. Безусловно, я расскажу, в каком ряду их ввязывать, как у мишки на видео они ввязаны, да. Если хотите крепить на суставы мишку, если планируете его вязать, покупайте суставы. У меня пластиковые суставы или шплинты с дисками. То есть смотрите, что в вашем городе есть. Если захотите, чтобы мишка спокойно садился, то покупайте суставчики. Будем с вами крепить, садить его и вязать. То есть вот сейчас, вот в ближайшем, уже даже завтра сяду. Сначала мишку сниму, потом котика, потому что у меня сейчас было много работы и с полухлопком. Я хочу немножко от него отдохнуть. Мне еще одну закончить надо. Безусловно, я подготовлюсь к котику. Я отвяжу детали, которые должны быть повторные, уже готовы во время съемки мастер-класса. И потом сниму мишку, а потом уже сниму котика. Так что, если хотите мишку вязать и не ввязывать ножки, а чтобы мишка сидел, покупайте суставчики. Будем уже скоро на днях вязать его вместе с вами. Так,
Про котика я сказала. Котика я еще не отвязывала части. Сейчас буду вот заниматься этим, заканчивать одну игрушку и заниматься котиком. А заканчивать я буду обезьяну, тянучку. У меня уже все запчасти почти, то есть осталось продублировать только. Я вам покажу примерно, что это будет. Это у нас будет спинка с хвостиком. Так. Это у нас будет голова, ну, перед. Здесь будут глазки. Вот так будут ноздри и улыбочка наискосок. Дальше тянуться у нас будут ушки-ножки. То есть это будет примерно выглядеть вот так. Да, не влазит. В кадр не влазит. Вот. И ручки будут просто пришиты длинные. Вот такая вот обезьянка у нас будет. Я уже второе ухо связала. Вот. Должна получиться прикольная. Мне, во всяком случае, пока нравится, как получается. Вот. Тоже на нее будет мастер-класс. Конечно же, бесплатный. Мне не жалко. Но вот такая, смотрите, мне кажется, тоже получится прикольно. Главное придумать сейчас какие-нибудь такие глазки. Им интересные. Можно что-то, как у лисички связать, либо попроще. Я свяжу и то, и посмотрю, что будет лучше смотреться. Иногда самые простые, просто черные глазки с бликами смотрятся гораздо лучше, чем что-то более сложное и цветное. Ну, вот такая обезьянка у нас готовится. Тоже мастер-класс к выходу. Скоро-скоро будет. Скоро сегодня я его довяжу полностью. Там, может быть, в шотсах вечером или завтра выставлю. Покажу, какая она у меня получилась. И начну всю подготовку, начну съемку. Если меня прям сильно вот так не заложит, чтобы я совсем говорить не смогла, конечно, девочки, я тогда уже выйду на связь, предупрежу, что ждите, не могу сейчас. Пока говорить могу, более-менее нос, конечно, заложен, говорю в нос, но пока говорить могу, буду снимать. Еще один момент. Просили меня вариант первой головы дракоши. Я выставлю на днях. Я напишу в сообществе пост и выставлю схему на голову. Я там не буду прописывать там глазки, в каком ряду, что, где там все понятно будет во время вязания, где там глазки вставлять. Я просто напишу саму схему без проблем. Мне не сложно. Я напишу в сообществе ее, потому что кто-то, не знаю, подписывайтесь вы ВКонтакте, в Инстаграм. Там, думаю, что нет смысла выкладывать, потому что многие не подписаны, но выложу здесь в сообществе будет. Простите. Так, все, обезьянку убираем. Еще я связала вчера вот такого малыша, дракончика. Он у меня придумался. Ну, я думаю, что они все однотипные, эти дракончики маленькие, потому что мне сейчас надо их навязать очень-очень много для ноябрьской ярмарки. Вот связался у меня такой карапуз пузатенький. Хотите мастер-класс? Ну, я в любом случае, наверное, его сниму. Для кого-то он будет актуален, особенно для девочек, которые ездят на ярмарки. Так что я его отсниму, выложу. Я знаю, что очень много похожих, они все одинаковые, все практически вяжутся одинаково. Ну, я просто покажу, как такого дракончика вяжу я. Вот. Я знаю, что многие даже вяжут цельным его. Я не люблю цельно вязаные игрушки, вот честно говоря. Не люблю потом, как выглядит стык шеи, головы. Я всегда вяжу отдельно голову, отдельно тело. У меня, наверное, только в гусе для обнимашек. И в таких комфортерах. Кстати, просили меня комфортер дракошу. Я над этим подумаю. Просто сейчас не очень на это есть время. Мне сейчас надо вязать вот таких вот кнопок и хлопковых кнопок, дракончиков из полухлопка маленьких.
Ну, посмотрим, как вариант. Просто из того дракончика, которого мы вот последнего вязали, мастер-класс я выпустила, да, э, из него сделать комфортер, как вариант, чтобы я сильно не сидела, не думала над схемой, там все, мне кажется, там все очень просто будет. Чуть изменить ножки, тело оставить пустым просто и все. Ну, ножки сделать такие чуть подлиннее, уже без изгибов всяких, чтобы они завязались в узелочек. И все, так голова. Так вы можете сами, в принципе, связать. Ножки я бы более кругленькие сделала, просто ножки. Вот, и все. И круглую ножку вяжете, длинную часть, чтобы хватило, смотрите, на узелок завязать. И также ввязываете в тело, как мы вязали дракончика, ну вот, у которого не ввязываются ножки, а из ножек вывязывается тело. Все, точно так же вывязываете, просто оставляете его пустым и пришиваете к нему голову. Ручки наполняете, безусловно, и пришиваете к нему голову. Я думаю, так. Ну, пишите, если нужен мастер-класс на комфортер дракошу, я подумаю над этим. Вот. А так будем вязать еще с вами вот таких малышей. Всем спасибо большое за то, что были со мной. Всем спасибо за ваши приятные комментарии. Я очень рада, что вам нравятся мои мастер-классы. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам и легких вам петелек.